Стамбул. Я лечу к тебе. Я даже уже соскучилась по Турции, по ее сервису, гостеприимству, а самое главное по жаре. Я соскучилась по жаришке. Пока-пока, Хельсинки, я рада с тобой прощаться. Холодная, не теплая. Что? Я уже собираюсь. Здесь у меня не будет соседа. И самое главное, что это будет мелодия приветственная в Turkish Airlines, которую знают все, кто летает. Я когда слышу эту мелодию, значит все, я в самолете, я куда-то лечу. Даже домой все равно приятно. Ну что, после 3 economic flight, это, конечно, кайф, снова оказаться в своих любимых Turkish Airlines. Ну что, Скандинавия, мне очень понравилось, в гостях хорошо, а дома лучше? Знаете, нет ничего и приятнее, чем возвращаться домой, зная, что у тебя дома лучше, чем где ты побывал. Такое бывает часто у меня, вы знаете, я часто всегда рассказываю в видео, ну, то есть ни в одной из стран, в которых я побывала в этот раз, это была Норвегия, это была Дания, это была Хельсинки, и я бы, наверное, не осталась жить так на постоянно, то есть это и мое. Поэтому приятно возвращаться в место, в котором лучше, чем ты путешествуешь. Класс. Ну что, за вас, друзья, желаю всем путешествовать, находить свои места для жизни, в которых вам будет хорошо, классно, счастливо, и вы будете довольны. Ну что, погнали, летим в Стамбул. Так, ну что, мы уже идем на взлет. Напечатали новое меню, такое прям свеженькое. Я даже вижу, что новые позиции, потому что мне так надоело за прошлый год есть одно и то же. И посмотрите, как они еще тут классно написали, допустим, апельсины из Анталии, картошка потейто из Невшехира, это Каппадокия. Ну, очень классно. Так, ну что, конечно же, шампанского возьмем. Ну, как же так, не взять. Так, мазе, как обычно, традиционно идут. Фрукты, seasonal salad. Нет, просто зеленый салат. Значит, зеленый салат. Потом на выбор кебаб, семга или рикотта. Ну, я возьму, конечно же, семгу напоследок. И что еще есть? Selections of cheese, double chocolate cake. Это уже всем идет. Класс. Ну что, летим домой. Turkish Airlines. Красота. Полупустой бизнес. Смотрите, у всех практически все по одному сидят, очень комфортно. Можно будет ножки потом закинуть. А я решила посмотреть Snow White. Прощай, Финляндия. Пока-пока. Какая-то зеленая и холодная.
Так, ну что, посмотрим, что мне принесли. Понятно, артишок, пропускаем. Пирог, а этот лентил часто, кстати, на самолетах сырок, оливковое масло, ну, в общем, что-то. Вот это и вот это вполне мне можно съесть. Уже лучше. Мне убрали мясо. Так понимаю, что это какой-то салат с йогуртом, артишок, булгур. Сыр дорублю я обычный, green lentil и double chocolate cake. The black one, please. Yeah. Thanks. Thank you so much. Thank you. Шампанское, водичка. Ну что? Приятного полета. Знаете, который раз вот летая в Turkish Airlines, что-то я понимаю, что вот еда действительно становится хуже и хуже. В этот раз, вот я в прошлый раз съела даже артишок, в этот раз его сложность есть, какой-то он жестковатый. Салат не прям супер свежий, и, знаете, все просто ледяное, как будто бы из морозильника. Достаточно сложно есть. В общем, я думаю, что единственное, что, безусловно, вкусное, это сыр и кейк. Так, на горячая семга, кабачки, шпинат, помидор и оливки. Ну, выглядит неплохо. Сейчас будем пробовать. Шпинатик выглядит классно. Вкусно. Мне кажется, горячие блюда, да, они гораздо пока еще держатся на уровне. Да? Ну, мы летим с вами из страны, где семга на каждом углу, поэтому это неудивительно. Семга со шпинатом просто невероятно вкусная, очень мне понравилось. Шпинатик свежий, семга свежайшая, прям супер. Такие классные гномы. Жалко, вы не можете слушать видео, но кое-кто поймет, для кого я снимаю это. А я ем кейк. Сочетание этого кейка с орешками, с шампанским, это, знаете, какая-то высшая степень наслаждения для меня. Это настолько вкусно. Видите, может окно закинуть, когда никого нет, очень удобно. Красота. Вот для меня орешки с этим кейком и шоколадным, это просто бомбиссимо. Кстати, я только сейчас поняла, что нету косметички, но cosmetic box on this flight, которые носочки, там, маска на глаза. Всего этого нету. Видимо, скандинавский минимализм подобрался и сюда. Хороший мягкий полет. А за бортом 30 градусов. Красота. Прибытие в аэропорт Стамбула всегда вы попадаете сюда. То ли это трансфер, и тогда вам нужно повернуть на право и пройти минут 10-15. Или у вас трансфер внутренний, и вам тогда пройти в ту сторону минут 10-15.
Хорошо, что я не спешу. Давно у меня не было такого рейса, чтобы мне не нужно было спешить. А можно спокойно прогуляться, посидеть в лаунже и лететь дальше. Но если вы в аэропорту Стамбула первый раз, и если у вас есть пересадка, у меня, например, сейчас есть 2,5 часа, поэтому я иду очень неторопливо, в развалочку, коплю энергию на остаток дня. А если у вас короткая пересадка, я советую вам просто бежать, потому что это, наверное, первый раз, когда я просто здесь не лечу. Обычно, сломя голову, я просто лечу вперед. И если вы чувствуете, что вы совсем не успеваете, можно взять багги. У меня, кстати, по одному моему предложению, у меня есть бесплатный QR-код на это багги. Но я сейчас не буду его использовать, раз уже у меня есть время. Вот. А так очень советую воспользоваться. Интересно, сколько десятков раз я здесь проходила, но почему-то именно сегодня мне бросилось в глаза Welcome Home. Наверное, потому что именно сегодня так это и ощущается. Дойти до трансфера, ну, объективно, 20 минут. Достаточно утомительно с багажом. Дальше. Еще минут 15 в очереди на трансфер, на доместик. И еще сейчас до лаунжа, вы знаете, это перекресток, вон там уже написано Turkish Airlines, чуть-чуть дали, и там есть на втором этаже лаунж, ну, еще, грубо говоря, где-то минут 10. Ну, в общем, в целом, минимум просто нужно час, это если не будет огромной очереди, чтобы добраться до гейтов на внутренней линии, если у вас трансфер с международных. Такие дела. У меня тут уже в лаунже, кстати говоря, есть мой любимый уголок. Сейчас я хочу туда забуриться. Сейчас посмотрим. Тут кто-то сидит. Так, куда бы мне сесть? Сейчас что-нибудь найдем. Я в рейке стала. Я только подошла к этому месту. Там мой уголочек занят, но следующее место тут же освободилось. Лаунж, кстати говоря, абсолютно полный, забитый просто. Дальше, что у меня все-таки помягче креслица. И традиционно решила взять супчика. Не очень голодная, но так для кадра красивого. Ну и как-то так вот оно, знаете, обычно в лаунже самый хайф — это взять горячего супчика, оливок и пару кусочков семита. Смотрите, как колоритно это смотрится. Поменяли самолет. И теперь бизнес. Типа такой фейк-бизнес. То есть просто пустое сиденье. Да, самолет. Так, ну что у нас по меню? Я уже есть не могу, но так просто так чисто посмотреть. Лимонадика выпью и, наверное, хватит. Ну что? Стамбул. Полетели в воду.